Однако, здравствуйте. Накануне нынешней третьей годовщины августовской войны Сенат Соединенных Штатов единогласно, подчеркиваю, без малейшего различия между демократическим большинством и республиканским меньшинством, принял резолюцию с требованием вывода российских войск с оккупированных грузинских территорий. Это на самом деле консенсус, мягко говоря, недружественный в отношении России. И это, кстати, полезная информация по части всяких там перезагрузок. В ночь с 7 на 8 августа 2008 из грузинских сел Никози и Эргнети начался обстрел южноосетинских сел и столицы Цхинвала из крупнокалиберных орудий и установок «Град», после чего последовал штурм Цхинвала пехотой и танками. Грузия официально объявила о начале военной операции. С 9 утра грузинские войска начали обстреливать российских миротворцев, и к половине 10-8 августа грузинские СМИ объявили о взятии Цхинвала. В 11 часов утра Саакашвили в обращении к нации заявил, что грузинские силы открыли огонь и перешли в атаку в ответ на обстрелы сепаратистов, и что на данный момент большая часть Южной Осетии освобождена и находится под контролем силовых структур Грузии. 3 года назад Россия выполнила свой долг, свои международные обязательства. Ни миллиметром более того. Мы гарантировали, что межнациональный конфликт не будет решен силой. Мы предупреждали грузинские власти и их хозяев, что мы вынуждены будем вмешаться, если Грузия решится на это. Мы гарантировали выживание народам Южной Осетии и Абхазии. Если бы Россия отказалась от выполнения публично принятых на себя обязательств, она бы перестала существовать как субъект мировой политики. Все, что делалось тогда, в августе, и все последующие действия были всего-навсего единственно возможным для того, чтобы гарантировать выполнение наших обязательств. Первоначально говорилось о 2000 погибших жителях Южной Осетии. Комиссией СКП России документально установлена гибель 162 мирных жителей и 255 раненых. Однако даже американский бизнес Week со ссылкой на правозащитников из Human Rights Watch писал о 300-400 жертвах среди мирного населения Южной Осетии. 10 приграничных юго-осетинских сел были полностью стерты с лица земли. В Цхинвале повреждено и разрушено около половины жилого фонда. Всегда хотела переехать в Сочи. Может, еще переедете? Наверное, могло быть и хуже. Это, как вы, наверное, догадались, не кадры хроники. Это кадры из нового фильма Джаника Фазиева «Август 8-го», который только еще доснимается. Это не пропагандистский фильм и никакой не ответ на провалившийся американский блокбастер, снятый по заказу Саакашвили и на деньги Госдепа. Как заявил американскому журналу «Тайм» некий Давид Эмидашвили, автор сценария фильма «5 дней войны», снятого американским режиссером Ренни Харлином, такие проекты – редкий шанс дать сдачи своему северному соседу. Мы никому давать сдачи не собираемся. Мы не собираемся пропагандировать американцев, потому что они участники той войны. Они направляли, прикрывали, помогали, вплоть до целеуказания со своих спутников. Да и 3 года срок достаточный, чтобы отшумела пропаганда и контрпропаганда. Всем, кто готов был знать правду, эта правда давно известна. А фильм Джаника Фазиева – это фильм о человеческих чувствах, это фильм о любви. Потому как пришло время осмыслить события августа 2008-го исторически и человечески. Однако, до свидания.